У всех нас были родители или опекуны, потому многие из нас имели счастливое детство, в котором нас любили, наши взгляды уважали, о наших потребностях заботились. И это помогло нам стать более или менее здравомыслящими людьми. А у других все обстояло гораздо хуже. Они с младенчества узнали, что такое гнев, унижение, насилие, и это очень сильно их травмировало. Потому даже сейчас, много лет спустя, они замечают на себе последствия этих травм. Их прошлое мешает иметь хорошую и счастливую жизнь в настоящем, мешает построить отношения и быть уверенными в себе. И они, конечно же, хотят это исправить. Конечно, очень обидно, что наши первые 12 лет определяют последующие 50. Но что поделать, мы не можем изменить свое прошлое. Но зато мы вполне способны исправить некоторые негативные последствия в настоящем. К счастью, у нас от природы есть способность воспитывать самих себя, утешать себя в трудные моменты, успокаивать, ободрять перед лицом тревоги и потери. И таким образом мы задействуем процесс, который называется повторным воспитанием детей. То есть делать все то, что хорошие родители должны были делать для нас. Вести себя так, как должны были вести наши родители, чтобы научить нас правильно реагировать на проблемы и воспитать в нас самые лучшие качества, которые пригодятся нам в жизни. Грубо говоря, мы можем сами положить себе руку на плечо, вместо родителей, которые в свое время этого не сделали. Наша более рациональная часть может воздействовать на поврежденную, незрелую сторону нашего «я», анализируя все происходящее с позиции взрослого и принимая мудрые решения в противовес первым инстинктам, рожденным болезненным опытом нашего детства. И тем самым мы выработаем новые привычки и новый опыт, который и станет шаблоном для нашего будущего, вместо того негативного шаблона, которым наделили нас наши родители. Зная, чего мы были лишены в детстве, мы можем теперь обеспечить себя этим сами: любовью, поддержкой, пониманием и сочувствием. Нам не нужно искать это в других людях, пытаясь заполнить пробелы в душе. Человеческая природа позаботилась об этом. Мы можем сами создать своего идеального внутреннего родителя, если только немножко постараемся для этого. Хотя в материальном времени детство – разовое событие, в психологическом оно повторяется бесконечно. 5-летние, 8-летние мы все еще здесь, и мы можем говорить с этим малышом, реагировать на его потребности так, чтобы он созрел и укрепился, как должен был изначально. Нам следует использовать эту забытую и сильно недооцененную способность воспитывать самих себя, чтобы, будучи полноценной зрелой личностью, вступать в отношения с другими людьми и быть при этом счастливым и любимым.